Всем привет! Меня зовут Наталья, и вы на канале Вкусняшки у Наташки. Сегодня я предлагаю приготовить овощи в кляре. Фишка заключается как раз в самом кляре. Это видео будет из серии «Вкусные брокколи». Много интересного о брокколи я расскажу, пока буду готовить. Но готовить мы будем не только брокколи, но и цветную капусту, баклажаны, кабачки и морковь, а также вкусный лук в кляре. Все ингредиенты для кляра должны быть очень холодными, поэтому просеянную муку я ставлю в холодильник, а бутылку с газированной водой кладу в морозильную камеру. И займусь подготовкой овощей. Цветную капусту и брокколи подготовлю на пару, а морковь отварю в подсоленной воде примерно 5-7 минут. На латыни «Quattro anni tempora» – это 4 времени года. Оно объединяло по 3 дня в начале лета, осени, зимы и весны в пост, во время которого можно было есть рыбу, овощи и морепродукты. Одним из способов их приготовления было обжаривание в кляре. И от португальцев название блюда перешло к японцам и стало очень популярным. Цукини, брокколи и цветная капуста являются великолепными и качественными очистителями нашего организма, благодаря содержанию неперевариваемой клетчатки. Растительная клетчатка не раздражающая слизистую кишечника. Ее волокна, подобно ёршику, тщательно очищают остатки пищи со стенок желудка и кишечника, выводя токсины и соли тяжелых металлов. Помимо этого, содержание калия, кальция, фосфора, железа, магния, йода, органических кислот и витаминов настолько высокое, что, например, в цукини витамина С в 2 раза больше, чем в тыкве, а каротина больше, чем в моркови. Морковь оказывает на организм антисептическое, глистогонное, желчегонное, обезболивающее, отхаркивающее, противовоспалительное, противосклеротическое действие. Цветная капуста не содержит сахара и соли и относится к гипоаллергенным продуктам. Присутствуют в ней витамины С, Е, ПП, а также минералы калий, фосфор, железо, магний, йод. Витамин С присутствует в капусте брокколи в большом количестве, в разы превышающем содержание аскорбиновой кислоты в цитрусовых и черной смородине. Смотрите мои видео о брокколи по ссылке в правом верхнем углу. Капуста брокколи содержит необходимый сердечно-сосудистой системе калий, повышающий эластичность стенок сосудов. Но самое главное, брокколи – это природный источник сульфорафана, вещества, которое снижает риск возникновения рака и уменьшает уже имеющиеся опухоли, не давая им развиваться. Белок, присутствующий в составе капусты брокколи, приравнивают к мясному и яичному белку. Настолько он богат аминокислотами и антиоксидантами. Лук я нарезаю на 12 частей, не дорезая до нижнего края примерно 1 см-1,5 см. Все овощи у нас подготовлены, а теперь займемся разогревом масла и приготовлением кляра. Прежде чем начать готовить кляр, я отправляю кастрюлю на огонь, разогреваю изнутри, чтобы впоследствии овощи не приставали ко дну. Можно использовать профессиональную фритюрницу, если она у вас есть. У меня есть большая, но я хотела показать, что не обязательно иметь достаточно дорогостоящие приспособления. Готовить можно и в кастрюле с толстым дном. Масла понадобится примерно 2-2,5 литра. Масло надо нагреть примерно до температуры 160-170 градусов Цельсия. Проверить температуру масла без термометра тоже достаточно просто. Возьмите деревянную шпажку, поместите ее в масло до самого дна. Если вокруг шпажки образуются пузырьки воздуха, значит температура достигла уже 160-165 градусов Цельсия. Ну а теперь приготовим кляр. В 180 мл холодной ледяной воды добавляю желток одного яйца. Слегка смешиваю желток с водой, не взбивая, чтобы не разрушить пузырьки воздуха. Затем добавляю 150 грамм муки небольшими порциями. Я готовлю всегда такую порцию, если не хватит, то готовлю еще. Перемешиваю тщательно, но без фанатизма. Кляр должен иметь консистенцию жидкой сметаны, но быть намного легче, насыщенным воздушными пузырьками. По японским представлениям приготовление темпуры является идеальным, если кляр зажаривается до легкого хруста, а продукты в нем практически не нагреваются. В этот раз я приготовила 2 вида темпуры, одна более легкая, другая более тяжелая. Если изменить соотношение воды и муки, например, добавить больше муки, кляр получится более тяжелым и будет обволакивать овощи, как бы закрывая панцирь. Морковь я обжариваю именно в легком кляре. В этом случае морковь проглядывает сквозь кляр, и он получается очень воздушный, хрустящий. Остальные овощи я обжарю в более тяжелом кляре. Лук в легкой темпере получается просто обалденный.
Вы себе не представляете, попробуйте хотя бы раз. Баклажаны я буду обжаривать в самом конце, так как они дают легкую горчинку. И это масло я уже не буду использовать больше, я его вылью. Вот какие овощи у меня получились. Это все очень вкусно, очень полезно. Можно использовать соус. Я поставила с аджикой, которую я готовила, и видео на моем канале, вы можете посмотреть по ссылке. Не предлагаю подписываться, вы взрослые люди и сами знаете, что вам делать в случае, если нравится что-либо. Прошу только оценить мою работу. А какой вариант темпоры вы выберете, это на ваш вкус. До скорой встречи, друзья!